Привет, давно не виделись. Направляюсь сейчас к месту стройки землянки и немножко волнуюсь. Дело в том, что в прошлый раз я же там оставил часть инструментов, тент строительный, печку, бочку. Если этого там на месте не будет, то вся эта стройка получается зря. Но я надеюсь, что все там лежит в целости и сохранности на тех местах, на которых я это все оставил. Ну, слава богу, все на месте. Печка, труба, тент лежит строительный, под ним гвозди, инструмент некоторый рабочий, даже вода, все на месте. Это радует. Сегодня очень важный день. Дело в том, что уже середина августа, не за горами дождливая осень. И я думаю, уже пора заканчивать крышу. То есть сегодня я хочу набить бревна на крышу, накрыть ее тентом и засыпать всю землянку песком. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 140. Здесь даже поменьше, 130. В общем, задача ясна. Я уже примерно посчитал. Нужно 25 бревен одинакового размера, одинаковой длины приготовить и принести сюда. Самое мое любимое занятие — гулять по лесу и искать подходящий материал. Пойдем. Отличный ствол дерева, ровненькая, не гнилая сосна. Сейчас сразу размечу ее. Хорошо, что не приходится далеко ходить. Дело в том, что здесь прям очень много, достаточно такого среднего диаметра, нужного и подходящего для крыши, стволов деревьев лежит. Как обычно, многие из них подгорелые, многие просто сухие, упавшие от ветра.
немного зачищу бревна от коры, от сучков и начну делать крышу. В работе самое главное что? Правильно, периодически менять вид деятельности. Немножко попилил, немного топором поработал, немного гвозди позаколачивал. А теперь самая, наверное, сложная часть всего этого проекта — это вот как-то закрыть эту сторону бревнами. Почему она сложная? Потому что нужно более-менее как-то все это идеально подогнать. Диагональные выпилы потребуется. Нашел подходящий материал. Сейчас буду размечать, откуда начинать делать вот этот выпил. Хотя, наверное, выпил пилой я просто замучусь сделать, проще будет топором стесать и подогнать. Нет, маловато. Надо еще стесывать. Ну что, попытка номер 2. Еще чуть-чуть не хватает прям с этого края. Да и с этого края тоже. Попытка номер 3. Будем загонять. Ну что, наконец-то настал этот момент, когда я буду накрывать тентом крышу и стену и засыпать песком.
В Самарской области в этом году просто невероятно жаркое лето. Сейчас всего лишь плюс 33, но мне, поверьте, этого более чем достаточно. Вода уходит просто на ура. Доверяй, но проверяй. Поэтому крышу я накрою еще одним строительным тентом, чтобы уже прям наверняка не было никаких протечек. Потому что потом что-то переделывать будет намного сложнее. А чтобы песок не скатывался с крыши, я сейчас в хаотичном порядке положу имеющиеся палки от лачуги, которую разобрал не так давно. Так, ну, в принципе, крышу половину я уже засыпал песком. Пора доделывать уже крышу до конца, доложить. 8 бревен мне осталось найти. И, в принципе, можно уже засыпать всю землянку сверху. А потом, самое интересное, надо будет опять копать. Потому что вход у меня будет вот с той стороны. Ну, сами все увидите скоро.
Ну что, символический последний гвоздь в крышу этой землянки. Все. Чтобы песок с крыши не ссыпался, сюда прибью вот такой ограничитель. Слышите этот звук? Напишите об этом звуке в комментарии, кто и что думает на этот счет. Ну, что это за звук и от чего он. А я потом расскажу вам. Все, закончился. Думаю, надо печь, наверное, выставить сразу по месту. Пока стены у меня нету здесь, глухой. Сейчас я ее затоплю, протоплю конкретно так, чтобы она вся краска обгорела на печке. И масло, остатки, которые там были, тоже все выгорели. Чтобы в дальнейшем печь не давала никакого такого, ну, неприятного запаха во время топки ее уже внутри землянки. И засыпаю саму печку. Примерно вот, я думаю, вот по этот уровень. Сейчас присел немножко отдохнуть. Шумоизоляция здесь просто шикарно. Когда я доделаю вот эту последнюю стену, ну и дверь установлю, я думаю, вообще здесь прям ничего не будет слышно, то, что происходит там снаружи. Мне очень нравится. Более чем достаточно, я насыпал песка, поднял уровень самой топки. Сейчас попробую вывести дымоход на улицу. Я взял сегодня дополнительно еще одну металлическую трубу. Ну, такой вот утеплитель. И колено поворотное. Еще маленькая труба у меня уже здесь была. А, вот она. Вот она лежит как раз таки. Опа. Установим маленькую. Теперь поворотное колено. И самую большую трубу длинную. Вроде бы держится. Ну, в любом случае я буду здесь находиться, пока ее топлю сейчас. На всякий случай еще и веревки привяжу. Ну, теперь точно никуда не денется. Все-таки я попробую как-то
оградить вот эту березку молодую, чтобы она не загорелась от трубы. Так вот. Да, жар, конечно, просто неимоверный от этой печки. Я ее сейчас песком затушил. Надо ее дорабатывать. Однозначно нужно делать сольник снизу, ну и поддувало в том числе. И что еще? И надо принять решение все-таки, как вывести трубу дымохода. Либо я ее вывожу через боковую стену, либо через крышу. На самом деле, наверное, самый простой вариант и самый лучший, ну это на мой взгляд, вывести ее через крышу. Надо подумать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось увиденное, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если по какой-то причине вам не понравилось, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне очень важно знать ваше мнение. А я пойду купаться на речку. До новых встреч. Пока-пока.